Iris Shepard Lambert. Dr. Barton's told me much about you. I'm hosting a dinner party tomorrow night, and I'd like you to join us. Each player will be given a choice between A or B. No, I can't do that. You must make the decision. И привет всем еще раз. И сразу же по горячим следам, по вашим комментариям к фильму «Сламбер», то, что вы написали, Алекс спрашивал, посмотрела я фильм. Фильм я посмотрела. И фильм «Что бы вы сделали?» Так называется игра, в которую играют герои фильма. Фильм не новый, фильм 2012 года, он вышел в 2012 году, первый раз был показан на кинофестивале Scream Fest Horror Films в 2012 году в октябре. Фильм режиссера Дэвида Гая Леви, и главные роли в фильме исполнили Бритни Сноу и Джеффри Комбс. Очень интересный фильм. Фильм чем-то мне напомнил своего рода и фильм «Пилу», и в то же время чем-то мне пахнуло фильм «12» Никиты Михалкова. Не знаю, фильм интересный. Сюжет фильма рассказывает нам о девушке Айрис, роль которой исполняет как раз Бритни Сноу. И они живут без родителей, у нее очень сильно болен брат, и денег, соответственно, не хватает. На работу для нее устроиться тоже непросто. И Айрис поступает предложение как раз вот приехать в большой особняк и сыграть вот в эту игру. Но она не подозревает, и положение у нее, как говорится, не из лучших. Брат больной смертельно, которому нужно куча денег на лекарства, плюс различные счета. И она соглашается, причем брату она ничего не говорит, что ее пригласили на эту игру, и она едет. За ней приезжает автомобиль, и она едет в этот особняк. По приезду Айрис обнаружит, что там еще 7 других игроков, и, соответственно, выигрыш будет очень крупный. И, как ей обещали, она сможет оплатить и доктора, и операцию, и будет жить вообще, как говорится, в полном шоколаде. Когда она приезжает в этот особняк, она видит вот этих 7 других игроков, абсолютно разных, разного возраста, разного положения, но всех объединяет вот эта необходимость в деньгах. Кстати, еще во время обеда Айрис отказывается есть мясо, заявляет, что она вегетарианка, но ей предлагают крупную сумму денег, кладут на стол, и она спокойно съедает этот кусок мяса жареного. По ходу дела во время обеда также один из игроков сообщает о том, что он не пьет спиртного, но опять же за крупную сумму денег он соглашается и выпивает бутылку спиртного. После обеда всем игрокам будущим предлагается покинуть эту игру, если они хотят. И после долгих раздумий все остаются, никто не покидает этой игры, закрываются двери, и никто больше не может выйти из этого особняка, из этого помещения, из этой комнаты. Самое интересное, что игра называется «Что бы вы сделали?». Первое задание состоит в том, что на голову одевается шлем, и через этот шлем пропускаются электрические заряды. И также одевается такой же шлем соседу. И предлагается либо ударить током соседа, либо ударить током себя. Самое интересное, что вот девушка Айрис обладает таким, видимо, шармом и такой энергетикой хорошей, что ее никто не хочет из присутствующих мужчин ранить или каким-то образом навредить ей. Но самое интересное, что по ходу дела потом начинают гибнуть другие игроки. Последняя сцена, когда Айрис остается живой, и Лукас, это последние 2 игрока в игре. Они сидят друг напротив друга, и последнее задание состоит в том, что Айрис дают пистолет, и условия последнего тура такие, последнего раунда такие, что либо Айрис застрелит Лукаса и получит все вознаграждение, что ей было обещано,
Либо они с Лукасом вдвоем встают и уходят, но без денег, но все живы-здоровы. И Лукас, так как Лукас столько помогал на протяжении всей этой игры Айрис, и во многих случаях я думаю, что она осталась живой благодаря Лукасу и его доброте к ней, Айрис все-таки застрелила Лукаса насмерть, и ей, соответственно, вручается весь приз, и ей обещают, что все обещания будут выполнены, ей дают большую сумму с деньгами, и она благополучно уезжает. Но конец фильма таков, что девушка спокойно пришла домой с суммой денег и пошла, как говорится, отдыхать, спать, но на утро, когда она заходит в комнату брата и начинает его будить, она обнаруживает, что он мертв. И причем он умер не собственной смертью, он наглотался таблеток. И Айрис говорит в конце фильма: «Райли, что же ты наделал?» Вот такой вот фильм и вот такая вот концовка. То есть как нужно было поступить правильно. То есть у нее и смертельно больной брат, и вроде вот тут вот этот убитый Лукас. Она, конечно, выбрала, чтобы спасти своего брата, но, как говорится, все возвращается бумерангом. То есть ты забрал одну жизнь, и у тебя, и ты сама лишилась, как говорится, того, ради чего вообще ты, ради кого ты пошла на эту игру. Интересный сюжет, интересная вообще ситуация, когда они все сидят и играют, вот это психологически определенный накал, вроде бы одна комната, всего несколько человек сидят, но было достаточно интересно. Хочу поблагодарить Алекс, спасибо большое, фильм был очень интересный и очень необычный и запоминающийся. Вот если у вас есть какие-то еще рекомендации, рекомендуйте мне, я буду смотреть фильмы, и обязательно, если фильм мне понравился, я обязательно сделаю на него обзор. Вам спасибо большое за внимание. Опять же, поздравляю всех с наступающим Новым годом, с Рождеством, кто отмечает католическое Рождество. На сегодня все. Пока.